Расскажите, что случилось с вашим батальоном? Он закончился. У нас поранений пленний. Они сказали, мы тебя вытаскивать не будем, только сам пробирайся. Это кто вам такое сказал? 10-я бригада, отдельная бригада спецназа. Общие потери батальона 300 человек под вашим командованием. Убит. 300 человек убитыми в батальоне? Потери, да. Он последнюю бутылку воды мне отдал. Я ему говорю, ну, ты-то как будешь? Украинец отдал вам последнюю бутылку воды? Да. Для меня это был переломный момент. Примут это в России, не примут, не знаю. Их дело. Но для меня это второй брат. Кровный имя. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас абсолютно незвичайна розмова. Це інтерв'ю з одним з російських командирів. У важких боях у травні-вересні 2023 року воїни 3-ї штурмової бригади розгромили російську 72-гу мотострілецьку бригаду у селі Андріївка під Бахмутом. У вересні бої йшли найважчі, і більша частина командного складу 72-ї бригади Російської Федерації в цих боях була знищена. Але деякі офіцери були взяті в полон украинскими воинами. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Майор Абдурахманов Тимур Керемович. Абдурахманов Тимур Килимович. Керемович. Килимович. Перед тем, как заходить на территорию Украины, нас построили, мы только прибыли с поля. Ну и генерал, проходящий, командующий нашей группировки, проходил мимо меня, остановился. Говорит, это что за, говорит, шайтан? Так и получилось, шайтан. Я с Дагестана, по национальности лезгин. Какая ваша должность? Командир батальона, 72-й отдельной мотострелковой бригады. Как называется ваш батальон? Первый мотострелковый батальон «Алга». Расскажите, что случилось с вашим батальоном? Он закончился, батальон, в прямом смысле слова. Какова численность батальона «Алга», когда он только прибыл в Украину? Ну, вообще по штату 419 должно быть. Было 380. Ну, практически полный штат был батальона. Ну, а какие были еще подразделения в селе? Ну, там был 2-й батальон, 3-й батальон. 3 батальона село обороняло. Ну, само село 3-й батальон оборонял, керосин, лесопосадку держал 2-й батальон и дорожное направление 1-й батальон. Но на момент 12 числа на дорожном направлении у меня людей не было. Они просто закончились. Много, ну, немного, но часть людей убежала. Ну, большинство это 300-200. Вот. Командирский состав был выбит полностью. Из пехотных командиров я один остался. То есть ни командиров рот, ни командиров взводов, ни офицеров штаба батальона? Не было. Ничего Либо себе. 200, либо 300. Вот поэтому я трубил, тревогу, говорил, это все докладывал. Потрясающе. То есть бригада обороняла село, и получается, что вся пехота закончилась? Да. Ничего себе. Ну а как вот вы говорили с комбригом, да? У него позывной какой? Ява. Йо. А вы говорили ему обстановку, что закончилась пехота, он уже видел список личного состава, понимал, что никого нет на позициях? Как Он же? понимал, но он мне говорил о том, что он решает этот вопрос. Понятно. Я не могу же верить ему или не верить. Мой командир. В любом случае я верить ему буду. Хочу я этого или нет.
крайней мере, надеяться. Ну, вот. Скажите, что произошло у вас с другими комбатами? Да, насколько я понимаю, в самой Андреевке были комбаты «Авангард» и «Медведь». Да. Да? Ну, я лично не видел, что с ними произошло, но ребята, ваши ребята, мне сообщили, что оба погибли. Оба погибли. А у них командные пункты были в самом селе. В самом селе. Общие потери батальона 300 человек под вашим командованием. Убиты. 300 человек убитыми в батальоне? Ну, потери, да. Это примерная цифра, то есть она меньше, может быть, но не думаю, что больше. Это вот этот один батальон ЛГА, 300 убитых. Приблизительно, да. А раненых сколько? Колоссальные потери. Ну, у раненых тоже примерно такое же число. Какой позывной был начальника разведки бригады? И что с ним произошло? Скиф? Да. Вот. Ну, позывной Скиф. Что с ним произошло, насколько мне известно, меня не было в этот момент, я на территории России находился. Что у него ранение, по-моему, осколочное ранение было. Ну, вот находится в России сейчас, и возвращаться из моего общения с ним он тоже не собирается. Так техника, бронетехника вас поддерживала, да? То есть у вас с этим не было проблем? Почему сейчас они не зашли вместе с вами в Андреевку? Они бы не доехали, ну не проехали. В этот участок мы между собой переговариваясь с ребятами, прозвали Прохоровка. Какой участок? Ну вот спуск, где много техники. Это там, где 2 прорыва уничтоженных и БМП, еще, БМП, да? МТЛБ, насколько я знаю. Это на подъезде к переезду, уже с вашей стороны, там, да, которую да, вы занимали. Да. Прохоровка, да? Ну, мы ее так прозвали просто. Это все шла техника вам туда на помощь и не доходила? Но это до меня было, да, но с целью, да. Хотел спросить вас, все-таки, вот, а в чем причина такого стремления, уже у вас людей нет, вы неукомплектованные выходите, а вам все равно дают приказ там стоять насмерть, и прям вот 3 батальона, вот по вашим словам, я понял, в одном селе уничтожены. Да. 3 батальона, это огромная сила. Да. Ну, а почему, в чем причина таких действий? В моем понимании, просто никто не хотел туда идти. Ну, другие подразделения, я имею в виду, которые должны были заводиться. Они все по докладам ходили туда, но по факту никто туда не доходил. Но я считаю, что это основная причина. А бригада просто была измотана, ну, 72-я. Какие еще потери были вот по Андреевке, потому что вот я слышал, что там и 85-й бригады вашего соседа были потери в командном составе. Командир бригады погиб. Ну, я лично этого не видел по рассказам раненых, которые они все проходили через меня. Я один из бойцов вот этой 85-й бригады, он сказал эту историю. Дату я не помню, но это где-то середина июля было, по-моему. Ваши войска сделали нашивки такие же, как у нас, ну, обозначения, я имею в виду, белые повязки надели. Ну и пошли навстречу нам, завязался там, наши начали стрелять, эти, перестаньте, мы свои. Ну, комбриг в полный рост пошел, и его в упор расстреляли. Вот такую историю я слышал. Позывной комбрига? Я не помню, не знаю. Я просто с ним не сталкивался. Батальон по боеспособности не мог вести наступательных действий, но мог более-менее вести оборонительные действия. Вот, я из 12 августа, грубо говоря, ну вот с 13 уже, просто в ночь с 12 на 13, по 12 сентября месяц находился там, управлял обороной батальона, ну, веренного рубежа. Ну, после этого
когда ваше подразделение прорывали линию обороны, 3-я штурмовая бригада, насколько я знаю. Я не в самой просто Андреевке находился, а перед Андреевкой. Вот. Было указание вышестоящего командования, что я занимаю теперь должность зам командира бригады, так как планировался назначаться на эту должность вышестоящим командованием. Меня отправили туда для установления реальной обстановки, оценки реальной обстановки, соответственно, выстраивания обороны уже по ситуации. Не дойдя, пройдя через переход железнодорожный, с нашей стороны был прилет, именно с нашей стороны. 2 человека охраны, которая со мной шла, они погибли, основной удар на них пришелся. А у меня здесь вырвало кусок бицепса, практически его нету, и спина, то есть насквозь. И осколки еще множественные, такие мелкие. Я вначале был без сознания, просто помню, что я уже лежу. Кое-как нашел в себе силы, встал, огляделся, видел, что мои 2 ребята, со мной, которые были, они уже без движения лежат. Я попытался их окрикнуть, они не отвечали. Я не понимал, что ваши войска уже зашли в северную, точнее, с северной стороны на южную сторону улицы. Вот. Я пошел, собрался силами, поднялся, перешел улицу, дорогу, увидел ребят, это были наши еще войска. Сказал, что я свой, окрикнул, что я свой, 72-й бригады, командир батальона. Вот. Дошел до них, они сказали, мы тебя вытаскивать не будем, сам пробирайся. Это кто вам такое сказал? Это, нет, не ваши, мои. Да, а кто это? Что это за люди были? 10-я бригада, отдельная бригада спецназа. Это из Мулькина, которая? Да. Ничего себе. То есть они были с вами и отказались вам помогать? Да. А какой позывной, вы не знаете этих людей? Нет, по позывным. Я просил воды, я говорю, дайте хотя бы воды мне дайте. Они мне говорили, пройди еще 5 метров, проползи 5 метров. Там тебе и воду дадут, и все. Я ему объяснял то, что... А вы не могли идти? Да, я уже начинал терять сознание. Уже все, уже и разум покидал меня. Вроде потом я просил, по-всякому просил, по-хорошему. Один кто-то из них, но он сзади был, отозвался, кинул мне бутылку воды, сказал, на. Потом... А много там было людей из 10-й бригады спецназ ГРУ? На тот момент? Да. 3 было их, которых я видел. Угу. Вот. Их было 3. Они мне оставили бутылку воды и ушли. Оставили вас раненого, не оказав помощи? Не оказав никакой помощи. Потом я услышал голоса впереди дома. Вот. Я уже плохо так разбирал, что происходит. Просто нашел себе скопление силы, так скажем. Выпил эту бутылку воды. И начали переговариваться. Они меня спросили, кто я такой. Я сказал, я думал, что это наши. Я говорю, я свой. Типа, ты раненый? Я говорю, да. Откуда ты? Я говорю, 72-я бригада. Идти можешь? Я говорю, я тяжелый. Сколько можешь пройти? Я встал, нашел себе определенные силы. Встал, дошел. Я не помню, сколько я прошел. Вот. Упал, крикнул ему, что я больше не могу идти. И когда уже ваши ребята подбежали, у тебя граната или там что-то есть, я говорю, у меня ничего нету. Вот это я помню. И я очень сильно просил воды.
Я говорю, дайте воды, потому что в горле все сухо было. Я понимал, что я теряю большое количество крови. У нас поранений є пленний. Ти сидів отут в підвалі, кажеш, да, зранку? Стой. А, да. Сюди. Посади його так, щоб він сидіти мог. Яка бригада? В укритті біля дороги. Скільки вас сюди заходило чоловік? Сейчас я тут є. Рука перебита. Они все утром съебались. Всі, тільки ми їх почали штурмувати, так? Ну, ваши ребята оказали мне сразу помощь первую медицинскую. Это на самом деле правда. Вот. 2 дня я провел с ними, они не могли меня эвакуировать из-за того, что наша артиллерия постоянно работала. Именно в ту точку, где мы были. Вот, потому что, находясь там, осколки пролетали в меня. Я получал ранения. Ну, не такие критичные, мелкие осколки пролетали. Вот. Ну, 2 дня где-то примерно. Они ухаживали за мной, помогали, воды давали. Даже парень, с которым я командованию 3-й бригады сказал, что он последнюю бутылку воды мне отдал. Я ему говорю, ты-то как будешь? Говорит, я разберусь. Украинец отдал вам последнюю бутылку воды? Да. И для меня это был переломный момент. Я этому человеку, закончится война, все это утихнет. Я найду этого человека, и я ему жизнь обязан. Для меня это стал кровным братом. Я вам клянусь Всевышним Аллахом, я вам говорю правду. Он меня не бросил, он не сказал, ты там противник и так далее. Да, пока мы на поле боя с оружием, он, я, друг против друга, да, мы противники. Но когда я оказался в такой ситуации, если честно, я даже не надеялся на то, что будет именно такое отношение. Потом, когда вроде все уже утихло, там обстрелы поменьше начались, на второй или на 3-й день, они меня стабилизировали, как они перебинтовали, то есть кровь я уже перестал терять, давали шоколад, воды, сигареты давали. Просил, никто ко мне никакого насилия там, физического, там, какого-то оскорбления, там, что я, такого не было. Они называли меня либо майор, либо комбат. Потом спросили, как меня зовут, и через раз по имени тоже. Они постоянно после каждого прилета спрашивали у меня, живой ли я, не живой. Даже больше скажу, одеяло вот это, которое термическое, такое тонкое, вот этот парень, он свое мне отдал. Я вам клянусь Всевышним Аллахом, я этому человеку жизнью обязан. И этого человека я никогда не забуду. Для меня это кровный брат. Такого отношения. Я даже не думал, что так будет. Вот вам правда. Да, это впечатляет, знаете. Вот смотрю, у вас слезы в глазах, когда вы говорите о том, кто вас спас, об украинском БВНе. Что вы о нем знаете? Может быть, позывной? Абсолютно ничего. Не знаю. Да, Игорь зовут его, он мне представился. Игорь. Позывной Гал. Как? Гал. Гал. Я надеюсь, после этого с ним уже ничего плохого ему не сделают. Конечно, не сделают. О чем вы говорите?
Ну, Я думаю, понимаете, я переживаю за этого человека. Когда он мне сказал, что его друг близкий погиб, но даже при всем при этом он ко мне вот так вот относился. Понимаете? Понимаю вас. Ему, конечно, у нас ничего не грозит. Ему грозит только российская армия. А здесь у нас такие отношения между людьми. Поэтому он отнесся к вам так, как украинцы относятся друг к другу. Но, Вытрите слезы, да, я можете понимаю. выпить. Сколько вас вытягивали? Вас же на руках несли. Да. Да. От подвала до пункта эвакуации по времени имеете в виду? Сколько по времени мы шли, я не помню. Потом прибыл в госпиталь, меня погрузили в эту машину, БМП, насколько я понял. Ну, какая-то гусеничная техника была. Я замерз, я тогда попросил, я говорю, если там, можно, скажите, пожалуйста, чтобы печку включили. Но ребята по скорости очень быстро ехали. Вот. А парень, который второй, не знаю его позывного, я ни лицо его не разглядел, он держал меня, чтобы я не упал. Придержал голову, все это. Вот Игорь потом, тебя как зовут? Я говорю, Тимур. А тебя? Он говорит, Игорь. Я говорю, ты мой друг, ты мой брат. Извини, я с тобой брататься, говорит. Ну, я понимаю его тоже. Это война. И зла на него ни в коем случае. Только, ну, я не знаю, как это объяснить словами. Я этому человеку жизнь обязан. Примут это в России, не примут, не знаю. Их дело. Но для меня это второй брат. Кровное имя для меня. Он последний отдавал мне. Это я, как есть вам говорю. Да. Сильные слова. Знаете, даже вот я смотрел ваше интервью. Все мы одна большая семья, и всеми нами одна цель движет. Нужно показать противнику, кто мы такие, что мы не просто вооруженные силы Российской Федерации, да, что мы татары именно. Вот. Что мы татары, чтобы они знали, кто их идет бить. Вы меня поймите, пожалуйста, тоже правильно. Во-первых, я не понимаю, ну, вот с такой ситуацией впервые столкнулся. И я же не могу на открытом канале говорить о том, что вот там все плохо. Да, вот как судьба, да? Поворачивается, человек что-то говорит, а потом приходит осознание, да, и проходит через это. Вы детально там все рассказали, и вот оно так и пережили это сами. Вы расскажите о себе. Вы кадровый военный? Да. Где вы служили? Какое у вас прохождение службы? Ну, если брать начальный мой путь, Суворовское военное училище, Екатеринбург, потом Казанское высшее военно-командное училище. В должностях командир взвода, командир роты, 36-я мотострелковая бригада, вот. Потом командир роты 212-й окружной учебный центр, начальник штаба батальона, полк морской пехоты, Каспийск. И, соответственно, 72-я бригада, крайнее место службы. Расскажите, пожалуйста, про ваш боевой путь. Вы с первого дня вторжения находитесь на войне. Где вы начинали, на каком направлении? Запорожское направление. В составе какой части? 177-й отдельный полк морской пехоты. Какие были потери батальона 177-го полка, в котором вы были начальником штаба в начальный период войны? Ну вот до августа месяца я пробыл там. 9 августа я убыл. 22-го года? 22 года, да. 167 человек. Так 167 убитых, получается, раненые. А что же осталось от батальона? Там Мы раненых? дополняли. Ага, вы получали пополнение. Пополнение было, да. Люди приходили.
выполняли люди. Ну, батальон. Это в каком батальоне такие потери были, 167 убитых? Второй батальон. Во втором батальоне 177 полка. А за какие заслуги вас назначили командиром батальона «Алга»? Но я прибыл, когда в бригаду, бригада же была вновь сформированная. Да, сформированная. Я уже имел опыт боевых действий. Ну, то есть находился здесь определенное время. Вот. Но я не сразу был назначен командиром батальона. Я до 15 сентября был начальником штаба батальона морской «Алги». Потом меня назначили 15 сентября командовать вторым батальоном. Я командовал вторым Шаймуратовским батальоном. В ноябре месяце меня планировали назначить замкомандира бригады, прямым замом. Но так как у меня не было академии, без академии, я он был назначен, уже переназначен. Я уехал в отпуск, попросил отпуска, поехал в отпуск. И 7 декабря, когда вернулся, 14 декабря, пришел приказ о назначении именно командиром батальона «Алга». 17 мая был задержан частная военная компания «Вагнер», заявила о том, что они задержали пьяного командира 72-й бригады Романа Веневитина. Возникла громкая история, было видео, Веневитина избили, там он говорил, что, сам на себя сказал, что да, все так и было. Ты кто? Я подполковник Веневитин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Ваше отношение к этой суперскандальной истории, я такого еще не припоминаю, чтобы командира похищали, и его избивали, и он как бы про себя говорил. А что там произошло на самом деле? Он действительно пьяным бывал, как я это не заявлял видел его ни Пригожин? разу. Я его ни разу не видел пьяным. За все время, которое мы служили, ни разу я его не видел пьяным, либо с перегаром, либо там с похмелья, там, или как еще. Не видел. Но, насколько я знаю, его отношение к алкоголю, именно кто как внутри подразделения, было тоже критически жестким. Так что я не думаю, что когда его задерживали, вагнеровцы, что он был пьяным. А его вообще уважали в бригаде? Ведь как это командира захватили в плен, другое подразделение в его полосе ответственности? Это ж невероятно даже представить вообще, как такое может быть. Почему его не защищали военнослужащие 72-й бригады? Я не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Меня там не было. Понимаете? И что-то сейчас говорить об этом, я не могу. А что, правда то, что Пригожин сказал, что 72-я бригада сбежала и сдала многие позиции? Пригожин, я не знаю, я не хочу касаться этой темы на самом деле. Вы меня поймите, пожалуйста, правильно. Но тут надо разбираться просто. Тут надо смотреть, действительно ли это так было. Или, может, где-то отступили его войска, тем самым сподвигнув на прорыв именно наших подразделений. Да, надо разбираться более подробно. Сейчас говорить о чем-то, Но вообще, Веневитин, если вы смотрели или, может быть, общались с ним, он очень резко про Пригожина отзывается. Вы вообще как относитесь к этому выступлению, маршу справедливости Вагнера и Пригожина 24 июня? Ваше отношение к этому событию? Это правильно, так надо действовать? Вы поймите меня, мое отношение к этому, сделал.
То есть, Нормально, то есть. ну, я не отношусь к этому как-то. Я не лезу в политику, я не лезу в чужое дело, так скажем. Нет, там просто они убили 20 российских военнослужащих. Ну, слышал, в интернете писали об этом, да. Но я еще раз повторюсь, то есть я не лезу в какую-то политику, мне это не интересно. Про вас очень много личной информации, наверное, как мало про какого другого российского командира, наверное, да не мало ли какого, про вас больше всего, в связи с боями под Угледаром. Ваш военнослужащий Руслан Файзутдинов из 3-й роты написал очень детальный отчет про бой, которым вы командовали 6 февраля. Там очень много сказано. Расскажите, пожалуйста, что произошло под Угледаром вообще? Расскажите, что там происходило. Я почему спрашиваю, потому что я как раз вот заочно очень вами интересовался, действительно, потому что как раз собираю информацию про эти события, очень много видео про бой 6 февраля, про БМП «Дракула», которая там, ну, весь мир видел, там наматывает на гусеницы там ваших солдат. И думал, ну как это вообще могло все произойти, да, это потрясающее событие. Поэтому о них очень много написано в интернете, есть разборы ваших действий, то есть очень много написано, причем в российском интернете. Да, касаемо этого БМП, механик-водитель был тяжело контуженный, он какое-то время был без сознания. И когда он уже пришел в сознание, он потерял ориентацию, или как правильно сказать, да, и в растерянности, то есть. Да, я видел это видео. Ну, жалко, конечно, всех. Я извиняюсь, всех жалко. Но... Какие потери понес батальон АОГА в бою под Угледаром 6 февраля? 59 было 300-х, по-моему, 26 200. А пропавшие без вести? Ну, вот они и входили в пропавших без вести. Первый день мы не смогли вытащить. У меня не было уже ресурсов вытаскивать. Ну, я так понимаю, что вы не одну атаку там предприняли, да? 14 февраля у вас второй был штурм. Да. А расскажите, что на втором штурме произошло? Ну, Ту же самую посадку вы второй раз получили задачу захватить. Да. Так. Ну, что произошло? Произошло ровным счетом практически то же самое, только мы уже заходили пешком. Вот. Без техники? Без техники, да. Мы доехали, ну, до определенной точки, спешились, ну и забежали в лесопосадку уже и пошли дальше продвигаться. Ну, в принципе, произошло все то же самое. Завязался стрелковый бой, начала работать артиллерия ваша. Там же пошли ранения, первые раненых. Но 14 февраля не так много было раненых. Ну, около 15 человек. Это 300-ми. 4 200 было. Ну, я сам был 300-й. Вот, тяжелая контузия, очень тяжелая. Вот. Ну, также были вынуждены отступить. Ну, соответственно, 23 числа февраля мы делали третью попытку. Третью попытку. Так, интересно. И там что было? Ровно счетом все то же самое. То есть батальон провел 3 штурма 6, 14, 23 февраля, и после этого его отвели на переформирование. Ну и вот это вот, когда вернули на фронт, да, то вернули сюда, на Андреевку. Нет, мы были в Донецке. В Донецке? Да, но там оборона, Пески, Водяное. В Песках вы были? Да, ну, Пески, Водяное, Донецкая область. Это какой период вы были в Песке, Водяное? Март месяц. Угу. Вот. Там тоже были потери, но батальон был восстановлен, как бы, ну, частично.
Не скажу, что полностью, но процентов 80 было. Может, меньше. Ну, примерно. Также выполняли задачу удержания позиций. Ну, также потери были, но не такие колоссальные, как в Угледаре. Вот. Ну, мы там простояли, потом уже в Попасную, уже сюда, в это направление Бахмутское нас перевели. Это было где-то конец марта, начало апреля. Именно здесь идет борьба, именно вот артиллерийская борьба. Вот. Я заметил, ну как, ввиду своей деятельности, я должен изучать это, готовиться к этому, потому что я хочу выстроить свою карьеру. Ну, сейчас уже не знаю, получится, не получится, как судьба там будет. Сейчас выжить надо. Сейчас моя главная задача, да, вернуться домой, побыть с семьей. Расскажите о своей семье. Дети у вас есть? Да, дочка. Сколько лет? 9. В 3 классе учится, спортсменка, гимнастка. Супруга. Живем в браке 11 лет уже. Сколько средняя зарплата в Дагестане? Не крайне высокая. 25-30 тысяч. А сколько получает солдат, если он заключит контракт в батальоне Алга и поедет убивать украинцев? Ну, с учетом боевых. Зарплата также будет 30-40 тысяч. Ну, с учетом боевых, ну, 1150-160. Зарплата у вас какая за боевыми? На руки сколько получаете? На руки 200, 250, 260. Комбат 250, майор 250, 260. Это с боевыми. Сколько раз вы были ранены в Украине? 4. Когда, при так. каких обстоятельствах? Так тяжело 1 раз. Ну вот, сейчас. А до этого? Ну да, это обычные прилеты. Артиллерия, артиллерийские ранения. Осколочные и контузии. И каждый раз все равно возвращались в А страну? я не уезжал. Я вот 1 раз вот уехал, подлечился, и то мне сказали, что на 2-3 дня просто заменить, а выведут. Ну, 2-3 дня переросло до 12 сентября. Я, убыв в Россию, я уже уезжал тогда с целью, что я поступил в академию, я буду ждать вызова уже на территории России. У меня уже не было в планах сюда возвращаться. Но произошло то, что произошло. Я и не шел сюда убивать с целью мирных жителей. У меня не было такой цели. Лично моя цель, имею в виду. Вот. И я против того, что страдает именно мирное население. Я крайне против этого. Но я считаю, что они здесь ни при чем. Абсолютно ни при чем. Так тут все мирные жители. Вы воевали с мирными жителями. Большая часть людей, которые штурмовали Андреевку и даже вас взяли в плен, не были кадровыми военнослужащими. Сама 3-я бригада штурмовая создана только в конце прошлого года. Ее и не было в вооруженных силах Украины. Это из-за того, что вы пришли сюда воевать, вот народ пошел в армию. Вот. И вот эти командиры батальонов, с кем вы общались, они были мирные люди, это не кадровые офицеры. Они даже не были офицерами до начала вашего вторжения. Вот. Поэтому здесь все мирные люди. Вы убиваете как раз мирных людей. Я об этом не знал. Я думал, что это линейная часть вооруженных сил Украины. До момента, как вы мне сейчас об этом сообщили, я действительно думал, что это линейная часть. Ну, профессиональные военные. Надо отдать должное, они сработали очень профессионально. Самое, что
и хорошая сторона, и плохая сторона. Мы воюем сами с собой. Ну, я имею в виду, мы думаем одинаково. Мы учились на одних учебниках. Ну, еще советские учебники, вот это вот, когда все было, когда мы были одной страной большой. Ну, как бы немножко устаревшая информация. Я лично уже не учился по советским учебникам. Да и тут большинство людей в третьей штурмовой вообще не знают, что такое Советский Союз. Ну, это мое мнение опять. Ну, я Это же было 32 года назад, вы помните, что Советский Союз закончился, его уже давно в нет. 91 году. Да, поэтому тут у нас в Украине всегда очень вызывает большую улыбку, когда россияне вспоминают Советский Союз. 32 года достаточно большой срок. Нет уже здесь против те, кто с вами воевал, они не учились по советским учебникам. Ну, я знаю одно, что по возвращению в Россию я буду делать все возможное, чтобы сюда больше не вернуться. Даже если надеюсь, что все получится. Но сюда возвращаться у меня нет никакого желания.